Добрый вечер, дамы и господа, с вами Александр Гриценко, и сегодняшнее видео я буду снимать про ковид, а именно про его слабые стороны, то есть где он проявляется, каких сфер жизни он коснулся, но расскажу я это именно на примере своей собственной жизни, то есть то, где я это испытал и то, где я это увидел. Видео обещает быть очень интересным, поэтому усаживайтесь поудобнее, готовьте вкусняшки, мы начинаем. Погнали! Мы живем сейчас, в данный момент, в странном мире, где доведено все до максимального абсурда. Я расскажу все на примере Латвии, где я живу. Если быть более кратким, это контроль, это шантаж и это и обман. Потому что люди сейчас не могут просто пойти в магазин, не сделав что-то, вот, например, не надев маску, или там, скажем, сделав вакцину, или не находясь в магазине тем количеством, каким они хотят. Там обязательно должно соблюдаться определенное количество людей, то есть сколько можно находиться в магазине. В Латвии также, чтобы по магазину можно было свободно ходить, надо взять корзинку, неважно, будешь что-то покупать, не будешь, ты обязательно должен брать, чтобы персонал магазина знал, сколько людей находится в магазине. То есть это контроль. Шантаж это вот то, что вот если ты без маски, если ты не берешь эту картинку, ты не можешь там просто-напросто закупаться. А обман, он такой, что ты не знаешь точно, от чего тебе эта маска нужна и существует ли вообще этот ковид. То есть тебе это внушили, но тебе не сказали правду. А как он выглядит, от чего он произошел, да. Мы все знаем, как будто он произошел из Китая, как будто там какой-то мужик съел летучую мышь, из-за этого начал распространяться ковид, что в этих летучих мышах что-то там, какой-то вирус занесли, то есть это какой-то мировой заговор там или еще что-то такое. Также, если мы типа не будем этого делать, какие-нибудь верхушки мира сего, наше правительство, наши эти чиновники, они не будут получать дохода. То есть именно с этих масок, которые мы надеваем. Вакцины бесплатные. Вакцины бесплатные. Но за счет этих вакцин, то, что они заставляют нас делать это, они чувствуют себя более властными над нами. Если мы их не будем делать, они потеряют этот авторитет над нами. А раз потеряют авторитет, значит и потеряют и власть. Потому что они не умеют держать нас в узде. То мы как-то там брыкаемся очень сильно. То есть, проще говоря, они наживаются, эти чиновники, на нашем страхе и на нашем невежестве. То есть на страхе, что, мол, где-то есть вирус, и нам надо от него защититься. О невежестве мы не знаем, есть он или нет, как я говорил уже ранее. Кто знает, или есть он или нет. На границу, опять же, не можешь ехать без вакцины. Или как раньше надо было делать тесты, за которые надо платить много денег, теперь надо делать вакцину. Без нее ты никуда не поедешь. Тебя не пустят просто ехать за границу. Когда ты где-то работаешь, ты должен обязательно иметь вакцину, иначе тебя выгонят с этой работы. Неважно, сколько ты там работал лет. Это как бы какие-то меры предостережения, я понимаю, но от чего? То есть это сейчас до такого абсурда доведено, что мы заражены скорее не этим самим вирусом, а самой информацией, которую нас питают эти все СМИ, то есть наше правительство. То есть мы просто как запуганы, то есть люди запуганы эти. А раз они запуганы, значит они пытаются себя как-то оградить от этого путем соблюдения всех этих требований. Опять же, если хоронят умершего, его обязательно надо проверить на ковид, если до этого не проверяли. То есть умершего проверять на ковид. Вот что за бред? Если не хочешь этого делать, дай взятку большую, чтобы не делать этого тоже. Что это такое? Или, скажем, в здании, то есть куда-то нужно тебе пойти, там бумаги какие-то сделать, там документы, там прочее. Там не могут заходить много людей, там, как было раньше, можно было посидеть, там очереди своей подождать. Один человек может заходить туда, а остальные должны ждать снаружи. И неважно, холодно тебе там, или ты болеешь, или еще прочее, ты должен стоять. Если ты хочешь сделать документы, обязательно должен стоять там и ждать своей очереди. То есть, опять же, учеба перешла на онлайн. То есть во многих учебных заведениях, как в институтах. То есть люди должны сидеть дома и учиться. То есть сидеть перед экраном и, портить себе глаза. То есть не сидеть там, сколько ты там можешь поиграть, там что-то посмотреть, какой-то фильм. Ты обязательно сидеть должен посещать эти лекции. То есть ты не можешь просто взять там и пойти. Тебе обязательно надо сидеть дома. То есть, если подытожить, мир в полном дерьме. И нас держат в страхе, и за счет этого нашего страха на нас наживаются. Также нас контролируют. Принуждая нас делать вакцины, принуждая нас ходить в масках. Если маски нет, ее покупать, тратить на это деньги. И мы не знаем,
есть ли тот вирус на самом деле или нет. Вот и все. В той же Швеции, там, да, люди были законопослушны, ну, то есть они соблюдали все требования карантина и все прочее, и все эти ограничения сняли. То есть, конечно, там еще соблюдать нужно дистанцию, но люди там ходят уже без масок. Нам бы так. И во все страны. Почему бы и нет? Также из-за ковида закрывались многие предприятия, магазины, заводы, фабрики, все прочее. И кто-то на этом наживался, а кто-то терял. Те, кто там реально работал, то есть они просто теряли свою работу из-за того, что закрывалось предприятие из этого ковида. Им приходилось искать новую работу. А те, кто вот это все организовал, те наживались, те набивали свои кошельки. Все, вот таким образом это вот делалось все. Спасибо вам за внимание, дорогие зрители. Надеюсь, это было интересно и познавательно. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся в моих будущих видео. Всего хорошего вам. Пока-пока.